Он не выбрал свою судьбу, он не просил крови, мечей и одиночества. Он – результат боли, оружие из плоти, закаленный в мутации и одиночестве. И все же в нем больше человечности, чем во многих, кто вырос в любви. Он охотник на монстров, но сам считается чудовищем. Он не говорит о чувствах, но в каждом поступке кричит его душа. Он не спасает мир, но спасает то, что делает нас людьми. Это не просто разбор, это психологическая исповедь ведьмака, и если ты готов заглянуть под маску мечника, останься, потому что Геральт из Ривии заслуживает, чтобы его наконец услышали. Ты не человек, ты ведьмак, но разве можно родиться чудовищем, если тебя им сделали? Когда мы впервые смотрим на Геральта из Ривии, мы видим фигуру одиночки. Белые волосы, желтые глаза, холодный взгляд. Все в нем кричит о чуждости. Он будто бы уже не человек, и в этом трагедия, с которым начинается его история. Геральт – результат чужой воли. Он не выбирал свою судьбу. Он не просил быть отданным по праву неожиданности, не стремился стать ведьмаком, не молил о превращении в ходячее оружие. Его жизнь началась с утраты. Утраты дома, утраты любви, утраты права быть ребенком. Детство Геральта – это пространство отсутствия. Отсутствие матери, которого он почти не помнит. Отсутствие отца, которого нет. Отсутствие объятий, поддержки, даже базовой безопасности. Он оказывается в Каэр-Морхене не просто среди чужих мужчин, а в месте, где чувства считаются слабостью, где каждый твой день – испытание, а каждый выбор – выживание, где мальчиков учат убивать прежде, чем они научатся доверять. Процесс мутации не только физический, но и психический. Испытания трав, которыми проходит каждый ведьмак, калечат тело, изменяют природу, но не менее разрушительно действуют на психику. Фармакологическая мутация становится аллегорией психологического подавления. Чувства затупляются химией, страх превращается в боевую стойку, боль уходит в мышцы. Но что остается? Оболочка человека с программой охотника. Но внутри этой оболочки продолжает плакать ребенок, которого никто не утешил. Геральт выживает, но цена выживания так высока, что становится вопросом, а выжил ли он как личность? Каэр-Морхен – символ утраты человечности. Это не дом, это кузница. Из мальчиков там куют ведьмаков, как мечи, раскаленные, заточенные, смертоносные. Им внушают: вы не люди, вы инструмент, вы нужны, пока приносите пользу. Это порождает глубинное ощущение ненужности, экзистенциального одиночества. В Геральте живет чувство, что его не любят просто так. Его терпят, нанимают, используют. Не за то, кто он есть, а за то, на что он способен. Эмоциональная апатия ведьмаков не природа, а защита. Геральт часто выглядит холодным, отрешенным. Он говорит сухо, действует четко, скрывает эмоции. Но этот щит вырос не на пустом месте. Он был вынужден выработать его, чтобы не сломаться. В мире, где к ведьмакам относятся как к мутантам, изгоям, чудовищам, проявление чувств становится угрозой. Его учили не страдать, не плакать, не бояться. Но под этой оболочкой все еще дрожит мальчик, которого бросили. Геральт не стал чудовищем, его сделали им, и он научился жить вопреки им. И в этом парадокс его судьбы. Он охотник на чудовищ и сам считается чудовищем. Люди боятся его, проклинают, презирают, но в действительности он один из немногих, кто не теряет нравственного стержня, кто умеет чувствовать, кто в мире цинизма сохраняет мораль. Это особенно трагично. Он стал добрее многих, кто рос в любви, но не может позволить себе проявлять эту доброту открыто. Судьба Геральта – история человека, который не получил любви, но сам стал способным любить. Пройдя через мутации, одиночество, боль, он сохранил внутри себя искру. Не яркий огонь, не надежду, не веру, но способность различать добро и зло. И эту способность он ценит, как последнее напоминание о человечности, которую у него пытались отнять.
Зло– это зло, меньшее, большее, среднее, все едино. Пропорции условные, границы размытые. Я не выбираю между злом и злом. Так говорит ведьмак, чьи мечи по локоть в крови. Но за этой фразой не моральный релятивизм, а крик души. Отказ от выбора, не трусость, а след боли, которую принес каждый выбор в прошлом. Геральт не стремится быть героем, он не носит белые доспехи, не спасает принцесс и не выступает с пафосными речами. Его путь – это не путь света или тьмы, это путь по лезвию бритвы, где каждый шаг – компромисс, каждое действие – сомнение, а каждое убийство – след в памяти. Он выбирает нейтралитет, но этот нейтралитет не философия, а психологическая броня. Это маска, это способ выжить, не утонув в вине, не сломавшись от ответственности. Геральт – человек, измученный моральными дилеммами. Мир, в котором он живет, гниющий, аморальный, насквозь пропитанный властью, деньгами и кровью. Здесь добро не побеждает, оно умирает первым. Здесь спасение одной деревни ведет к геноциду в другой. Здесь за каждой просьбой о помощи скрывается ловушка, а за каждым заказом ложь. Он пытался быть справедливым, пытался спасать, пытался делать правильное. Но слишком часто это приводило к новым смертям, новым разрушениям, новой боли. Отсюда и появляется идея нейтралитета. Как будто если не вмешиваться, не принимать сторону, можно остаться чистым, можно сохранить остатки себя. Но в этом и есть трагедия. Нейтралитет – это иллюзия. Жизнь не дает права стоять в стороне. Отказ от выбора – это тоже выбор. Он сам об этом знает и страдает, потому что снова и снова оказывается в ситуациях, где не вмешиваться значит бросить слабого, покинуть друга, предать идеалы. И он вмешивается, он борется, он спасает, но каждый раз делает это сквозь внутреннее сопротивление, потому что знает, любой выбор в этом мире обернется кровью. Он боится, что каждый шаг, сделанный из лучших побуждений, снова приведет к трагедии. Он идет вперед, но несет на себе бремя всех решений, которые не спасли никого. Геральт часто кажется холодным, даже жестоким. Он может уйти, не обернувшись, может не защитить того, кто просит помощи. Но делает он это не из-за равнодушия, а из-за страха. Страха снова стать причиной боли. Его отказ вмешиваться – это не бездушие, это травма. Это усталость человека, который слишком часто хотел сделать добро, но видел, как его усилия приводят только к большему злу. Его мечи – продолжение его внутреннего конфликта, серебряный и стальной. Один для чудовищ, другой для людей. Но кто из них кто? Геральт все чаще сталкивается с тем, что монстры, которых он должен убивать, честнее и добрее, чем те, кто заказывает убийство. И наоборот, порой те, кого он считает невинными, оказываются настоящими чудовищами. Он теряет ориентиры, границы стираются, он учится судить не по форме, а по поступкам. Не по расе, а по душе. И в этом глубочайшее одиночество, потому что большинство окружающих по-прежнему делит мир на людей и не людей, на своих и врагов. А он один, кто видит, все сложнее и все больнее. Нейтралитет для Геральта – это не философия отказа, это стратегия выживания. Ведьмак не тот, кто отвергает мораль. Наоборот, он слишком глубоко чувствует, слишком хорошо понимает последствия. Он не аморален, он перегружен моралью. Его выбор не избегание ответственности, а попытка не быть разрушенным ею. Это защитная реакция человека, который слишком часто держал на руках умирающих. Он защищает нейтралитетом, как рыцарь щитом, но в сердце его пульсирует сострадание. И все же, несмотря на внутренние противоречия, Геральт не отказывается от попытки быть человеком. Он спасает тех, кого может. Он говорит правду, даже если за нее бьют. Он выбирает не деньги, а совесть. Даже когда он говорит «я не выбираю между злом и злом», он все равно идет против зла, потому что иначе не может. Я не верю в судьбу, но я не один.
Он ведьмак, отрезанный от мира, оторванный от обычной жизни, вне общества, вне морали, вне семьи. Его учат, привязанности опасны, любовь, слабость, доверие, путь к гибели. Но в этом постулате спрятана ложь, потому что именно отношения то, что возвращает Геральта к человечности. Он не тот, кто живет ради себя, он тот, кто, несмотря на все, продолжает тянуться к людям, ранимый, колючий, отстраненный, но жаждущий связи. Геральт не говорит о чувствах, он действует, и каждый его поступок – попытка прикоснуться к тому, чему ему всегда не хватало – близости, принятия, тепла. Йеннифер – это не просто женщина, которую он любит, она зеркало всех его противоречий, такая же, как он, изломанная, гордая, упрямая, страдающая. В ней он видит себя, не того, каким он должен быть, а того, каким он чувствует себя внутри. Не чудовище, не убийца, а живой человек, достойный любви. Их отношения – это постоянная борьба. Страсть граничит с ненавистью, притяжение с отталкиванием. Они не могут быть вместе, но не могут и расстаться. Почему? Потому что оба боятся быть слабыми, боятся раскрыться, боятся, что за обнаженной душой их снова ранят. Геральт любит ее, но не может удержать. Йеннифер тянется к нему, но не может смириться с его холодом. Их связь словно два пламени, которые обжигают друг друга. Но в этом огне рождается не разрушение, а напоминание о том, что они живы. Йеннифер вызывает в нем чувства, с которыми он не умеет обращаться. Он не научен любви, но он учится. Рядом с ней он впервые ощущает, что не только может защищать, но и быть защищенным, и это пугает его сильнее любого чудовища. Цири – это переворот. Сначала девочка, за которую он в ответе по праву неожиданности, потом подросток с раненой душой, потом женщина, чья судьба переплетается с его жизнью не пророчеством, а любовью. Геральт не мечтал быть отцом, ему самому не дали быть сыном. Он не знал, как любить, но научился. С Цири он не просто обретает ответственность, он обретает смысл. Она не оружие, не избранная, не наследница. Для него она дочь, его родная не по крови, а по боли, которую они прошли вместе. Цири возвращает ему человечность, даже если он этого не признает. Благодаря ей он учится говорить, заботиться, слушать. Учится не только убивать ради спасения, но и жить ради другого. Цири не слабость, она его искупление. Сначала кажется, что Лютик – это комическая фигура, поэт, бабник, болтун, но это обман. Лютик единственный, кто остается рядом, даже когда все отворачиваются. Он не боится Геральта, не боится его тьмы, он принимает его. Он человек, который зовет ведьмака не инструментом, не убийцей, а просто другом. И в этом сила. Геральт многократно отталкивает его, сдержан, груб, молчалив. Но Лютик один из немногих, кто не уходит. И это пробуждает Геральта. Он впервые ощущает, что с ним хотят быть не из страха, не из выгоды, а просто так. Лютик видит в нем не оружие, а человека. И в этом великая терапия. Ведь в мире, где Геральта все боятся, он нуждается хотя бы в одном, кто будет смеяться рядом. Весемир – фигура отцовская, строгий, немногословный, но теплый. Он не дал Геральту детства, но дал ему чувство принадлежности. А ведьмаки – это братья, раненые, выжившие, замкнутые. Между ними не слово, а молчание. Но в этом молчании принятие. Они не требуют ничего, не спрашивают, не судят. И это важно для Геральта – знать, что он не один. Каэр Морhen не дом, но там те, кто понимают его боль без объяснений. Каждая привязанность Геральта опасна, потому что в мире, где правят предательство и насилие, любовь – слабое место. Геральт знает, если ты кого-то любишь, враги найдут, куда ударить. Поэтому он боится, отталкивает, отказывается от чувств. Но не может, потому что любовь не выбор, это потребность, даже у ведьмака, а может особенно у него. Он не может жить без тех, кто напоминает ему: ты не чудовище, ты человек. Он боится любить, но боится еще больше остаться без тех, кого любит.
и поэтому возвращается снова и снова, пусть и молча, пусть и издалека. Геральт не говорит «я люблю», но его поступки кричат об этом громче любых слов. Каждое спасение, каждый шаг в огонь, каждое молчаливое «я рядом». Судьба – это слово, которое люди придумали, чтобы оправдать то, чего они не понимают. Но есть те, кто идут ей наперекор, не потому что могут, а потому что иначе предадут себя. Геральт из Ривии – персонаж трагический не потому, что он страдает, а потому что он осознает. Он знает, как устроен этот мир. Власть разрушает, добро убивает, а любовь превращается в оружие. Он видит, что большинство боится и делает вид, что не боится. Он слышит, как все говорят о долге, чести и высших целях, но сами продаются за золото или умирают в одиночестве. И все же, зная все это, он не становится циником, он остается человеком, который не сдается. Судьба в Ведьмаке не абстракция, не философская категория, она реальная сила, порой почти метафизическая. Она вплетает жизнь в узоры, сталкивает людей, ведет их в смерть или спасение. Геральт сталкивается с судьбой снова и снова. Когда Цири становится его дитя неожиданности, когда Йеннифер возвращается в его жизнь вопреки всему, когда пророчества, войны, заговоры сплетаются в сеть, в которую он, кажется, был втянут задолго до своего рождения. Но Геральт не принимает судьбу как госпожу, он борется, он отказывается признать, что его путь определен. Его знаменитое «не верю в судьбу» – это не слепота, а вызов. Он будто говорит миру: ты можешь предсказать мои шаги, но ты не предскажешь мой выбор. В мире, где маги плетут интриги, короли жертвуют народами, а пророчества диктуют шаги, свобода кажется иллюзией. Но Геральт – воплощение внутренней свободы. Он не свободен в обстоятельствах, но свободен в реакции. Он не может изменить мир, но может выбирать, кем остается в этом мире. Он выбирает не убивать без нужды, даже если это выгодно, не вставать на сторону тьмы, даже если это безопаснее, не предавать себя, даже если за это платить болью. Геральт один из немногих, кто живет по совести, не по выгоде. И в этом его величайшее одиночество, потому что свобода – тяжелый крест. За нее не дают наград, за нее не хлопают по плечу, за нее карают. Но он все равно несет ее, потому что иначе он перестает быть собой. Геральт не спаситель, он не пытается изменить глобальные структуры, не ведет за собой армию, не превозглашает идеалы, но каждый его выбор – это микрореволюция. Он защищает нищих, сирот, нелюдей, он идет туда, куда другие боятся. Он помогает там, где другие отвернулись. Его мир – это хаос, но он точка устойчивости. Пусть хрупкая, пусть дрожащая, но настоящая. Он не святой, он ошибается, он убивает, он ранит тех, кого любит, но каждый раз поднимается, каждый раз выбирает цвет, не яркий, не слепящий, а тусклый, человеческий, живой. Геральт не побеждает зло, оно возвращается, оно умножается, оно везде, но он не отступает, потому что для него важна не победа, а то, кем ты останешься в процессе борьбы. Он не спасет мир, но может спасти душу, свою или чью-то рядом, иногда просто удержав меч, иногда просто сказав правду, иногда просто обняв того, кто забыл, что такое тепло. И это делает его больше, чем ведьмаком, это делает его человеком. Ты можешь родиться без выбора, ты можешь пройти через боль, которая искалечит тебя, ты можешь быть назван чудовищем. Но если в момент, когда никого нет рядом, ты все же выбираешь быть добрым, значит ты свободен. Геральт не герой мифов, он герой экзистенциальной драмы. Он живет не ради величия, а ради правды. Он не хочет быть избранным, пророческим, великим. Он хочет быть человеком, который, несмотря ни на что, не сдался.